Илья поднял воротник куртки и прибавил шагу. Уложиться с 3 доставками за полчаса — задача сложная, но выполнимая, если не терять времени. Его дни давно превратились в однообразный круговорот. Квартира, улица, очередная дверь, снова улица и снова квартира. Порой он даже не вспоминал, какой день недели на календаре, потому что тот прежний Илья Самойлов, который раньше был бескомпромиссным журналистом, честным и неудобным, давно растворился в прошлом. Он усмехнулся сам себе. Уже 5 лет прошло с тех пор, как от него не осталось и следа. «Дождь чертов!» — проворчал он, глядя в экран навигатора. «Так и промокну до костей». Он решил срезать путь через частный сектор. Старые дома, покосившиеся заборы, пустынно. Илья свернул в узкий проход между гаражами и пошел по раскисшей от дождя дороге, усыпанной мокрыми листьями. У обветшалого дома с забитыми окнами у ржавой калитки стояло дерево. Он не знал, то ли это вяз, то ли клен. А под ним сидела собака. Обычная, рыжеватая, среднего роста. Она смотрела вдаль, не проявляя ни страха, ни агрессии. Не залаяла даже, когда он проходил мимо. «Наверное, ждет кого-то», — подумал Илья и пошел дальше. На обратном пути вечером он увидел ее вновь. Та же поза, тот же взгляд, будто так и просидела весь день. Странно. Проскользнуло в голове, но заботы быстро отвлекли. На следующий день все повторилось. Внутри что-то дрогнуло, как будто забылась старая часть его самого, почти потерянная. «Да может, просто заблудилась», — произнес он вслух, останавливаясь. Собака повернула голову. В ее взгляде было что-то тяжелое, как будто обреченное. Он подошел ближе, аккуратно. «Эй, что ты тут одна?» И вдруг заметил. К ее ошейнику была привязана веревка, уходившая к дереву. Узел был тугой, шерсть спуталась, кожа под ошейником воспалена. «Вот дерьмо», — выдохнул Илья, присаживаясь рядом. Он пробовал развязать веревку руками, но она не поддавалась. Тогда достал из кармана нож. Всегда носил с собой, на всякий случай. «Потерпи немного», — тихо говорил он, осторожно поддевая узел лезвием. Собака не пыталась убежать. Она лишь следила за ним глазами. В них не было ни ужаса, ни злобы. Только глубокая усталость. Когда, наконец, веревка поддалась, Илья снял ошейник и увидел раздраженную кожу. Пес слегка махнул хвостом, но остался на месте. «Давай, иди, ты свободна», — неуверенно махнул он рукой. Собака легла, закрыла глаза и не шелохнулась. Он растерянно почесал голову, оглянулся. Никого. Дождь становился все сильнее. В голове всплыли незавершенные заказы, тикающее время. «Я помог, и хватит», — почти решил он. Но этот взгляд, он был слишком знаком. «К черту все», — процедил он и, неожиданно даже для себя, поднял собаку на руки. Она была легка, словно из воздуха. Грудная клетка торчала, бока впали, позвоночник, словно веревка. Он прижал ее к себе и пошел к улице. Через 3 квартала ветеринарная клиника. На ресепшене девушка вскрикнула, когда увидела насквозь промокшего Илью с собакой на руках. «Ее срочно надо осмотреть», — выдохнул он. «Она там под деревом, несколько дней точно». Врач, мужчина с сединой, молча занялся животным. Промыл рану, подключил капельницу. «Крайне обезвожено, истощение», — произнес он спокойно. «Еще пара дней, и все, было бы поздно». «А чип? Вдруг хозяева?» «Хозяева?» — хмыкнул ветеринар. «Бросили. Вы же видели». Илья стиснул кулаки. Ярость, которая когда-то поднимала его на борьбу с несправедливостью, вновь взыграла. «Сколько я должен?»
Когда он расплатился и оставил собаку в стационаре, вышел на улицу. Ливень уже закончился. Он позвонил на работу. «Простите, сегодня не смогу, у меня ЧП. По дороге домой купил корм, миску, подстилку. Не знал зачем. Просто купил. Вечером он открыл ноутбук. Впервые за 5 лет. Нашел собаку на улице Лесной. Была привязана несколько дней без еды. Ветеринар сказал «чуть позже» и все. Прикрепил фото, собака на столе, исхудавшая, но в глазах проблеск жизни. Если кто-то знает ее хозяев, напишите. Хочу взглянуть в глаза и задать пару вопросов. Нажал «Опубликовать» и почувствовал, что-то внутри оживает. Утром он первым делом поехал в клинику. Как она? Стабильно. Немного ест. Жить будет, улыбнулся врач. Забираете? Не знаю. Я с собаками не особо. Да и работаю постоянно. А если не заберу? В приют отправим. Только они забиты. Ветеринар отвел глаза. Собака смотрела на него из-за решетки. Ни мольбы, ни ожидания. Только готовность вновь быть забытой. И вдруг Илья увидел в ней себя. Того, кто устал, кто сдался, кто принял одиночество как норму. «Я ее забираю». Он назвал ее Тина. Коротко, просто. «Привет, Тина», — подумал он, пока она тихо лежала на заднем сиденье. «Кажется, мы теперь не одни». Прошел месяц. Квартира изменилась. Лежанка, игрушки, корм. А главное, появилась жизнь. Тина не лаяла, не просила ничего. Она просто была рядом. Следовала за ним, как тень. Смотрела, замирала, когда он замирал. «Я рядом», — говорил он ей. «Не бойся». Шерсть отросла, рана зажила, только взгляд все еще оставался осторожным. Пост в соцсети вызвал бурю. Люди писали, сочувствовали, делились своими историями. Илья начал отвечать. Публиковал фото Тины. Через неделю новое сообщение. Как она боится громких звуков, как вздрагивает от резких движений. Его снова услышали, предложили блог. Сначала он отмахнулся. Но однажды ночью, глядя на Тину у ног, понял — пора. Он назвал блог «Тихие голоса». Первая история про Тину. Вторая — из приюта, куда отвез корм. Фото, рассказы волонтеров, статистика — все, как он умел, честно. На него обратили внимание. Кто-то узнал в нем того самого Самойлова. Начали писать, предлагать сотрудничество. И вот однажды раздался звонок. «Илья, это Самарин, помнишь меня? Редакция, Старая гвардия. Слушай, может, вернешься? Другие времена, все по-другому». Он сделал паузу. Потом спокойно сказал: «Нет, Михалыч, уже нет. И знаешь, не хочу». В трубке повисла короткая пауза. «Понимаю, но если передумаешь, знай, ты всегда нам рад». Тина приподняла голову, уловив перемену в голосе Ильи. Он машинально провел рукой по ее уху, успокаивал ее, хотя на самом деле пытался унять собственное волнение. «Знаешь, я ведь так и не рассказывал тебе, почему бросил писать», — негромко проговорил он после завершения звонка. Собака склонила голову набок, как будто действительно хотела это услышать. «Раньше я был другим, принципиальным, шел напролом за правду», — с горькой усмешкой начал он. «Однажды раскопал серьезную схему, откаты, уход денег из бюджета. Все доказал, все подготовил. Казалось, вот она, статья, которая перевернет все». Он замолчал, переводя взгляд в окно, за которым мерцали огни вечернего города. Но ее не выпустили. Меня вызвали и дали понять: заткнись, иначе будут неприятности. А я...
Я испугался. У меня тогда мать тяжело болела. Еле сводили концы с концами. Тина положила лапу ему на колено. Легкое движение, но в нем было что-то утешающее. Я мог продолжить и опубликовать в сети, и найти другую площадку, но не решился. Побоялся за мать, за себя и сдался. Замолчал. Решил, что правды все равно никому не нужно. Он посмотрел на экран ноутбука. Его блог. Последняя статья, уже тысячи просмотров, комментарии, обсуждения, предложения помощи. «А знаешь, что самое подлое?» Он взглянул Тине в глаза. «Я ведь тогда, когда тебя увидел, прошел мимо. Видел, что с тобой что-то не так, но не остановился. Точно так же, как когда-то сдался сам». Голос дрогнул. Он давно не плакал. Забыл, как это вообще позволить себе быть слабым. Ты просто сидела, молча, ждала, как многие ждут, чтобы кто-то наконец заметил, что им плохо. Тина поднялась и, встав на задние лапы, лизнула его в щеку, будто сказала: «Но ведь ты все-таки вернулся за мной». Эти слова пронзили сердце. Он действительно вернулся, не сразу, но не прошел окончательно мимо. В тот вечер он написал, пожалуй, самый честный текст за всю жизнь. О страхе, о молчании, о равнодушии, о том, как однажды собака стала его отражением и помогла вспомнить, кем он был и кем еще может быть. На следующее утро электронная почта взорвалась. Среди десятков писем выделялось одно. Оно было от волонтера Натальи из приюта «Верность». «Здравствуйте, Илья. Ваша история о Тине многое перевернула внутри. Мы сейчас расширяем приют. Нам не хватает рук, не хватает голосов. Возможно, вы могли бы заглянуть. Рассказать и о нас тоже». Он согласился. Приют оказался старым ангаром за чертой города. Внутри запах медикаментов, лай, клетки и уставшие, но живые глаза тех, кто борется. Наталья встретила его у калитки. Женщина невысокая, с короткой стрижкой и обветренным лицом. Никакого макияжа, джинсы и футболка с логотипом приюта. «Все-таки пришли», — улыбнулась она, пожимая ему руку. «А это, видимо, та самая Тина». Пес привычно держался рядом, осторожно обнюхивая Наталью. «Скромная, но видно, что умная», — заметила она. Экскурсия затянулась на несколько часов. Наталья рассказывала о каждом животном, вспоминала, как оно сюда попало, кто помог, кто забрал, кто до сих пор ждет. Делилась, не жалуясь, а по сути. Илья слушал, записывал, задавал вопросы. «Чаю хотите?» — предложила она, когда вернулись в крошечный закуток, служивший и офисом, и комнатой отдыха. «Только у нас все по-простому. Стаканчики пластиковые». За чаем разговор перешел в юридическую плоскость. Документы, законы, отлов, финансирование. Диктофон тихо жужжал. Впервые за столько лет Илья ощущал то самое волнение. Журналистское, настоящее. Желание докопаться, собрать, рассказать. «Нам такие, как вы, очень нужны», — сказала Наталья, когда разговор подходил к концу. «Вы умеете говорить, и вас слышат». «Да я сам только учусь снова», — слабо усмехнулся Илья. Через неделю вышел материал. Прямой, резкий, честный. Без сглаживаний и украшательств, с историями, с цифрами, с фотографиями. Его перепостили десятки сайтов. Люди откликнулись. Приют начал получать помощь. Илья стал появляться там каждый уикенд. Сначала с блокнотом, потом с мешками корма. И с Тиной. Она уже не пряталась, не сжималась в комок. Осматривала территорию, нюхала других собак, виляла хвостом. «Смотри, она оживает», — заметила Наталья. «Как и ее хозяин», — негромко отозвался он.
Их взгляды пересеклись. Мгновение. Но в нем что-то изменилось. И в воздухе, и в них. Через месяц он опубликовал большое расследование. Коррупция в сфере отлова. Контракты. Черные схемы. Реальные документы. Реальные имена. Это был тот Илья, которого давно не было. Результаты не заставили себя ждать. Проверки. Увольнения. Сдвиги. Потом была еще одна статья. И еще. Блог превратился в независимый информационный проект. К нему присоединились люди. Появилась команда. Появился смысл. Однажды вечером, когда они с Натальей задержались в приюте допоздна, она вдруг сказала: «Знаешь, столько людей проходило мимо той собаки, а ты вернулся». «Почему?» Он посмотрел на Тину, дремавшую у его ног, и ответил: «Потому что я увидел в ней себя. Тоже был привязан, тоже молчал, тоже ждал, чтобы кто-то освободил. Прошел год. Приют открылся в новом здании. На церемонии Илья стоял с Тиной на поводке. Она была упитанной, ухоженной, с блестящей шерстью, а рядом Наталья, сильная, спокойная, тепло сжимала его руку. «Новый дом», — тихо сказала она. «И новая жизнь?» — кивнул он. А Тина просто сидела рядом, смотрела на него, на своего человека, того, кто однажды не прошел мимо и навсегда изменил свою судьбу. И ее тоже.